думали, что он одинокий псих-неудачник без друзей и женщин. Но все изменилось, когда его отправили на остров, где он должен был бороться за выживание. Нинг был глупым инцелом с низким IQ и амнезией, но он считал себя умнее Стивена Хокинга и Эйнштейна вместе взятых. Однажды он очнулся от кошмара в тускло освещенном помещении, не понимая, как туда попал. Пытаясь сориентироваться, он услышал голос незнакомой девушки, которая сказала, что рада его пробуждению, и предупредила о стене позади. Как только она это сказала, он обернулся и увидел, что стена усеяна шипами и движется к нему. Он тут же вскочил и побежал в другую сторону, и стена резко остановилась. Он запаниковал, пытаясь найти выход, но девушка сказала, что это бесполезно, потому что дверь нельзя открыть изнутри. Он попытался выломать решетку на окне, чтобы выбраться, но это оказалось бесполезно, и он упал на пол без сил. Девушка Джин с другой стороны заплакала, как ребенок, и сказала, что они здесь умрут. Он спросил, кто она такая и чего от него хочет. Но когда он присмотрелся через дыру и увидел, что она тоже здесь, как и он извинился. Сквозь слезы она сказала, что никто их не спасет и что стена с шипами будет приближаться каждые несколько минут. Он попросил ее успокоиться и сказал, что она может разбить окно топором, но она ответила, что с ее стороны окна нет. Тогда он попросил ее дать ему топор, чтобы он мог хотя бы освободиться, а потом спасти ее. Она перестала плакать и мрачным тоном попросила его пообещать, что он вернется за ней. Внезапно стены с ее стороны начали двигаться, и она умоляла его дать обещание. Наконец он дал обещание, и она просунула топор в дыру, но он не прошел. Он изо всех сил потянул его с другой стороны, но ничего не вышло. Тогда он спросил, может ли она расширить дыру с другой стороны, и она ударила по стене с такой силой, что поняла, что она сделана из графита, и ее не так-то просто сломать. Она сдалась и снова заплакала, но Нин сказал ей заткнуться, чтобы он мог спокойно подумать. Он спросил, как она здесь оказалась, и она ответила, что не знает, но она спала в метро, а когда проснулась, то оказалась на железной кровати. Как только она это сказала, у него появилась идея, и он попросил ее сломать кровать и дать ему железный прут. Она встала и сделала, как он сказал, и дала ему железный прут через дыру. Он тут же бросился к окну и выломал его. В последний момент он успел сбежать, а девушка умоляла его не бросать ее, когда стена начала приближаться к ней. Со временем она вспомнила, как ее бросили много лет назад во время похода. Один из парней в ее группе был ранен, и она отвела его в пещеру и помогла ему, потому что ее отец был врачом, и она научилась этому у него. Остальные члены группы пришли и вытащили ее наружу, чтобы поговорить с ней наедине. Они сказали, что им нужно срочно уходить из-за снега, но она отказалась, сказав, что один из ее товарищей ранен, и они не могут его бросить. Раненый парень услышал это и закричал на двух других парней, что они его предали, и в итоге они оставили ее и раненого парня умирать, а сами ушли. Шли дни, и она делала все, чтобы они оба выжили, и помогала с раной. В ответ он попытался поблагодарить ее поцелуем, но она отвергла его, а когда вернулась через некоторое время, чтобы собрать еду, то была потрясена, увидев, что он тоже ее бросил. Сейчас она думала только о том, что мужчины всегда ее предавали, и снова заплакала, думая, что Нин бросил ее. Но, к ее удивлению, он выломал деревянную крышу и протянул ей руку помощи. Она схватила его за руку, и они выбрались наружу, тяжело дыша. Внезапно она обняла его и сказала, что рада, что он вернулся. Она представилась и сказала, что учится на первом курсе медицинского колледжа, а потом спросила о нем, но он не ответил и попросил ее осмотреться. Они поняли, что еще не в безопасности, и спустились с крыши на балкон маяка. Они увидели металлическую дверь на полу, ведущую в подземный туннель, и решили попробовать. Нин спустился первым, а она последовала за ним, осторожно спускаясь по металлической лестнице. Когда они спускались, он увидел, что нескольких ступенек не хватает, и спрыгнул на несколько ступенек вниз, попросив ее сделать то же самое, но она слишком испугалась. И он сказал ей, что поймает ее. Она прыгнула и легко поймала его, но они случайно поскользнулись и упали с лестницы в море. Ему снова приснился кошмар, что он тонет, но Джин разбудил его и вытащил на поверхность. Прошло время, а он все еще был без сознания, и она отнесла его в комнату на нижнем этаже маяка. Она проверила, есть ли там кто-нибудь, и включила свет, но увидела только жуткий труп. Она в ужасе смотрела на него, когда услышала шум позади себя, и медленно обернулась, чтобы увидеть парня с рыжими волосами, который угрожал ей ножом.
Парень сказал ей вернуться и положить Нина на пол. Она сделала, как он сказал, и дрожала от страха, когда он подошел к ней. Он задал ей несколько вопросов, а потом спросил о мумии, которая сидела рядом с ними. Она сказала, что ничего о ней не знает, и он не поверил. Он сказал, что, может быть, спросит Нина, и ударил его по пальцу, отчего тот проснулся от боли. Он спросил Нина, знает ли он эту девушку, на что тот ответил, что нет, и Джин заплакала, сказав, что они оба сбежали из камеры и все такое. Рыжий парень по имени Чан пригрозил зарезать их ножом, если они не будут слушаться его правил. Увидев, что нож чуть не убил его, Нин закричал, что не знает Джин, и она удивилась, почему он лжет. Она вспомнила их падение и его поведение сейчас и подумала, что что-то не сходится. Цян спросил, в чем дело, и она рассказала обо всем, что произошло. Она сказала, что падение, должно быть, повредило Нину мозг, и поэтому он ничего не помнит. Он велел ей заткнуться, сказав, что он не дурак, чтобы верить в ее глупые истории. Она умоляла его отпустить их, когда он собирался прикончить Нина. Он остановился и согласился при одном условии, если она объяснит одним словом, почему Нин рисковал своей жизнью, чтобы спасти ее. Она запаниковала, когда время вышло, и он чуть не убил Нина. Она вдруг что-то достала и крикнула ему, чтобы он остановился, а потом спросила, как давно он знает своего лучшего друга. Он помедлил, прежде чем ответить, что знает его 25 лет, с тех пор, как ему было 3 года в приюте. Он велел ей прекратить нести чушь и перейти к делу. Она сказала, что если спасение жизни другого человека означает, что нужно знать его давно, то может ли он быть уверен, что его друзья рискнут своей жизнью, чтобы спасти его? Он замолчал, и она продолжила, что если это не так, то возможно, что человек может спасти жизнь другого, даже если он его плохо знает. Он встал и велел ей заткнуться, но прежде чем убрать нож. Он сказал, что его друзья сделают для него все, что угодно, и что она ошибается, но он также признал, что это не относится ко всем. Через некоторое время Джин рассказала Нину, что произошло раньше и как он ее спас. Он не мог поверить, что действительно это сделал, и что он этого не помнит. Цзян спросил его, что он помнит последним, и он ответил, что читал журнал Playboy в 5 классе. Они сдались и пошли осматривать деньги. Джин заметила, что здесь влажно, и спросила, как мумия могла здесь оказаться, а потом схватила ее за руки, как будто это была конфетка. Она осмотрела ее руку и сказала, что это тело положили сюда, и с помощью мальчиков она положила его на пол, чтобы осмотреть дальше. Цзян предположил, что это мог быть моряк, и разорвал на нем одежду. Они были потрясены, увидев, что на теле были вырезаны цифры, возможно, ножом. Они гадали, что могут означать эти цифры, но никто из них не мог понять. Поэтому они пока сдались и заговорили о другом. Джин спросила о Цзине, и он сказал, что работает на банду, возглавляемую каким-то Доном Чином. 3 дня назад он сбежал от банды на лодке и очнулся здесь. Джин тоже рассказала свою историю и сказала, что очнулась здесь после того, как вздремнула в метро. Они подумали, что это дело рук какой-то другой банды или торговцев людьми, но Нин сказал, что это не так, и что число, которое они видели на теле, имеет большое значение, а потом добавил, что все это похоже на какую-то игру. Джин согласилась и сказала, что до сих пор все было похоже на квест, и что им нужно искать подсказки. Цзян сказал, что уже обыскал все вокруг и нашел взорванную лестницу. Вдруг Джин заметила свиток в ушах мумии и вытащила его, чтобы найти внутри карту. Они увидели место, отмеченное крестиком, а также маяк и еще несколько мест и символов. Нин, похоже, был потрясен и сказал, что видел эту карту раньше, но не может вспомнить где. Джин крикнула ему, чтобы он хорошенько подумал, но он схватился за голову и сказал, что у него болит голова. Джин велела ему успокоиться, отвела Нина в безопасное место и спросила, все ли с ним в порядке. Он сказал, что каждый раз, когда он думает об этом, у него болит голова. Она сказала ему не напрягаться и успокоила его. Не в силах смотреть на их глупости, Чжан вышел покурить. Когда он вернулся, то увидел, что они спят рядом, и разбудил их, чуть не пнув ногой. Он сказал, что им нужно уйти отсюда и отправиться в место, отмеченное крестиком на карте. Нин обрадовался, как будто они отправлялись на поиски сокровищ, а Джин спросила, хорошая ли эта идея в их состоянии, но Цзян сказал, что у них нет выбора и что теперь они его рабы. Позже они собрали вещи и пошли в лес по карте. Вдруг Чжан попросил их остановиться и осмотрел землю, чтобы найти ловушку с чьей-то кровью. Он сказал, что если они скоро найдут еще одну ловушку, то должны замести свои следы. Потом он сказал, что их работа, как его рабов, тайно собирать еду и воду. Они сразу же отправились на поиски еды, как рабы, а Минг вернулся с какими-то странными дикими фруктами, а она собирала грибы и травы. Вдруг откуда ни возьмись появился Цзян и убил милого кролика, сказав что-то о выживании сильнейших. Потом он отвел их в пещеру, которую нашел, и начал готовить мясо. Он съел все сам, оставив фрукты только для Нина и Джин.
Когда он закончил, он велел ей постелить ему постель из собранного ими сена. Она встала и пошла выполнять приказ своего хозяина, а он попросил Нина съесть остатки мяса, потому что он парень. Потом он встал и пошел в пещеру, предупредив Нина, чтобы тот не заходил внутрь и охранял вход. Пока она стелила постель, он прижал ее к земле, и она закричала о помощи. Нин услышал это снаружи и не знал, что делать. Он вбежал в пещеру и крикнул Яну, чтобы тот остановился. Это разозлило его, и он толкнул Нина на землю, но тот встал и сказал, что они не должны делать друг другу ничего плохого, потому что они команда. Цзян, устав от его глупостей, просто ударил его по лицу и бросил на землю, прежде чем уйти. Был уже почти вечер, и он пошел в лес, чтобы побыть наедине с собой. По поведению пары он понял, что они не приспешники какой-то банды, и был расстроен, что его отчитал этот глупый Нин. Вдруг он услышал шум и бросился к пещере, чтобы проверить, не вышли ли они тоже. Он попросил их следовать за ним, пока он искал источник шума. Они увидели мужчину, который, казалось, убегал от кого-то, и Джин, увидев, что он вот-вот упадет в ловушку, хотела предупредить его, но Нин закрыл ей рот и остановил ее. Цзян объяснил, что они не видят преследователя мужчины и что здесь что-то не так. Он предположил, что тот, кто преследует этого парня, вероятно, и устроил ловушку, и, к их удивлению, они увидели парня из племени с топором. Когда парень, попавший в ловушку, смог подняться, этот парень из племени просто зарезал его, как свинью, и утащил его тело. Когда мужчина ушел, Цзян сказал, что им нужно вернуться в пещеру и затаиться на некоторое время. Внутри Джин отдыхала, а Нин спросил, кто это был и был ли он дикарем. Цзян просто ответил, что откуда ему знать, и сказал, что это место опаснее, чем он думал. Потом он предложил охранять пещеру ночью и предупредил Нина, чтобы тот был начеку. На следующее утро пара отправилась за едой, и Нин наткнулся на кокосовую пальму. Он залез на нее и бросил кокос Джин, но вдруг к ней подбежала крыса. Увидев это, она громко закричала, и Нин запаниковал, что ее кто-то услышал. Цзян прибежал, думая, что дикарь вернулся, но когда узнал правду, отругал их обоих за глупость и бесполезность. Вдруг она убежала, сказав, что ей нужно в туалет, и Нин забеспокоился. Когда она закончила свои дела, она услышала шаги и испугалась. Прежде чем она успела что-то понять, к ней кто-то подошел, и она громко закричала, и мальчики, услышав это, бросились ей на помощь. Когда они прибежали, они увидели, что ее схватили двое парней из племени и прижали к земле. Нин отчаянно хотел помочь, но Цзян сказал ему, что сейчас это слишком опасно. Когда один из парней из племени замахнулся топором, чтобы прикончить бедного Цина, мальчик решил, что пришло время сражаться. Нин бросился на помощь, но кто-то выстрелил парню с топором в голову и убил его. Увидев это, другой парень убежал, а Джин крепко обняла Нина, увидев его. Кто-то подошел к ним, и они подняли глаза и увидели женщину с пистолетом, вероятно, ту, что их спасла. Она представилась как Трейси, сотрудница полиции, и сказала им поторопиться, потому что дикари могут вернуться. Она сказала, что у нее есть компания внизу, и спросила, не хотят ли они присоединиться. Джин с радостью согласилась, сказав, что чем больше, тем веселее. Цзян остановил ее и спросил, была ли она в Гонконге, на что она ответила, что нет. Он сказал ей, что тоже не был в Гонконге, но уверен, что где-то ее видел. Она небрежно отмахнулась, сказав, что это может быть кто-то похожий на нее, но теперь группа немного подозрительно относится к ней. Она наклонилась, чтобы осмотреть рану парня, и увидела, что он был ранен в спину, хотя она целилась в голову. Ей это показалось странным, потому что она отличный стрелок и никак не могла промахнуться, но прежде чем она успела подумать об этом, дикари вернулись. И группа побежала, чтобы избежать их стрел. Трейси спряталась в яме и начала стрелять, попросив их бежать к ручью в лесу. Чашан отвел бесполезную пару туда, куда она сказала. Они устроились у бассейна и освежились, гадая, почему Трейси так долго не возвращается. Чужан сказал, что она либо мертва, либо сбежала, и предупредил двух идиотов, что на острове есть еще люди, и что им нужно быть очень осторожными. Он сказал им никогда никому не рассказывать о карте или коде, который они нашли на теле мумии. Джин сказала, что пойдет туда, куда сказал Нин, но идиот начал нести чушь о классах и рангах, как будто они в какой-то видеоигре, прежде чем согласиться с Джаном работать в команде, который затем попросил всех дать клятву смерти следовать за ним. В драматичной манере все трое поклялись объединиться и бороться за выживание, никогда не предавая друг друга, несмотря ни на что. В этот момент вернулась Трейси и сказала, что им нужно уходить, потому что у нее осталось мало патронов. Затем она попросила их следовать за ней, и они направились туда, где была остальная часть ее компании. Когда они добрались до места, она представила их своим друзьям, сказав, что на них напали дикари, и она спасла их, убив нескольких дикарей. Один из парней назвал ее крутой, а другой сказал, что она зря потратила патроны, спасая этих незнакомцев.
Чжан разозлился на парня, который это сказал, и пригрозил ему. Но Трейси вмешалась и сказала им прекратить ссориться. Она сказала, что если он и его команда хотят остаться с ними, то они должны подчиняться ее правилам и не причинять вреда никому из ее товарищей. Цзян ухмыльнулся, прежде чем согласиться с ее правилами, и познакомился с остальными. Джин и Нин тоже представились, но все удивились, когда он сказал, что он пятиклассник. Джин быстро поправила их, сказав, что у Нина была травма головы, и он помнит только то, что было до 5 класса. Затем Трейси рассказала им, что она обнаружила в тот день. Она увидела огромный архитектурный комплекс, который выглядел зловеще, и один из парней сказал, что они должны немедленно его исследовать. Но другой парень не согласился, сказав, что это может быть убежище дикарей. Другой парень тоже согласился и сказал, что им следует держаться подальше, пока они не придумают надежный план. Они проголосовали, и получилась ничья, потому что Цзян испортил голосование, сказав, что он проголосует первым, а потом проголосует против исследования этой области. Один из парней обвинил его в нечестности, но он просто сказал, что не нарушил никаких правил, а воспользовался лазейкой. Тогда парень сказал, что они проголосуют еще раз, и предложил дать чек на $10 миллионов тому, кто поддержит его идею исследования. Чжан обвинил его в подкупе, но он не согласился, сказав, что это похоже на то, как политик обещает что-то в обмен на победу на выборах, потому что он делает это на глазах у всех, а не наедине. Это стратегия, а не взятка. Цзян ухмыльнулся, сказав, что у него тоже есть стратегия, и попросил пару проголосовать за него. Когда Исигаки сказал, что у него все еще на 1 голос меньше, он сказал, что с этого момента будет предлагать 30 миллионов тому, кто проголосует за него. Трейси сказала, что у него нет таких денег, на что он ответил, что Исигаки заплатит за него, потому что он хочет, чтобы голосование прошло в его пользу. Поэтому он не против заплатить больше. Вскоре они проголосовали, и, естественно, победил Чжан, а один из их парней перешел на его сторону и потребовал, чтобы Исигаки заплатил, если он хочет, чтобы они исследовали огромный архитектурный комплекс. На следующий день они все отправились на место, и пока они шли через лес, Ян сказал, что хочет поговорить с Трейси наедине. Она сказала, что они могут поговорить здесь, но он настоял на том, чтобы они пошли одни, и когда она все еще отказывалась, он подошел и что-то прошептал ей на ухо. После этого она сказала ему остановиться и отвела в сторону, чтобы поговорить наедине, пока остальные гадали, что происходит. Внезапно она дала ему пощечину и вернулась к группе, сказав, что он зашел слишком далеко. Он просто рассмеялся, сказав, что был прав и собирается отплатить ей за это. Группа спросила ее, все ли в порядке, но она ничего не ответила и продолжила идти в расстроенных чувствах. Группа молча последовала за ней, и к вечеру они добрались до комплекса. Все были поражены, увидев такое огромное здание, и стояли, разинув рты. Трейси спросила Исигаки, может ли он определить архитектурный стиль, и он сказал, что это похоже на пирамиды майя. Тогда Цзян спросил, не в Египте ли они, но он сказал, что они не могут быть уверены, потому что пирамиды есть во многих странах, и перечислил несколько примеров. Они вошли внутрь, спускаясь по бесконечной лестнице. Трейси предупредила их, чтобы они были осторожны и держались вместе на случай, если вернутся дикари. Казалось, что прошло несколько часов, прежде чем они добрались до центральной части комплекса. Джин сказала Нин, что ей страшно, потому что сначала она думала, что их всех похитили или что-то в этом роде, но теперь кажется, что это какой-то другой континент со странными людьми. Она задается вопросом, не является ли все это какой-то игрой в реальность, в которую их заставили играть. Нин просто сказала, как ребенок, что, может быть, они в видеоигре, и вздохнула, не зная, что делать с этим бесполезным пациентом с амнезией, который ведет себя как пятиклассник. Они еще немного поговорили, и он попросил Элс сохранять позитивный настрой, потому что это место отмечено на картах, а значит, они идут в правильном направлении. Затем они рассмеялись, сказав, что им больше не придется работать, если они выберутся отсюда, потому что теперь у них есть чек на 30 миллионов, с которым они смогут прожить всю жизнь. Трейси позвала Цзина и показала ему несколько ожогов. Она потрогала их и сказала, что они еще теплые, значит, кто-то недавно развел здесь костер. Остальные подумали, что это дикари, но Нин сказала, что это не они, потому что они не умеют пользоваться батарейками. Значит, здесь были и другие люди, и Трейси сказала, осматривая окрестности, что здесь тоже отдыхали. Бишигаки сказал им, что теперь они должны зайти внутрь пирамиды и все осмотреть. Один из парней отказался, сказав, что здесь безопаснее, и Цзян сказал, что они должны разделиться на 2 группы, одна пойдет внутрь, а другая останется снаружи. Исигаки согласился при условии, что он разделит команду. Он возглавит исследовательскую группу, Трейси будет их охранять, а Джин будет сопровождать их из-за своих медицинских навыков, а другой парень — из-за своей физической силы. Остальные останутся снаружи, и если с командой внутри что-то случится, они их спасут. Когда они вошли внутрь, парень с оранжевыми волосами спросил Цзина, почему он не возражал, и предложил объединиться с ним, чтобы победить Исигаки и получить всю власть. Цзян ухмыльнулся и просто отказался, сказав, что не хочет работать с такими вредителями, как он.
Когда тот парень продолжил нести чушь, он достал нож и пригрозил ему, требуя свой чек. Парень сказал ему, что это преступление, но Цзян ответил, что у него нет доказательств, и, по его словам, единственный возможный свидетель занят тем, что писает. Тем временем другая команда зашла внутрь и стала изучать надписи на стене. Исигаки сказал, что им нужен археолог, чтобы расшифровать это и двигаться дальше. Пока они продолжали исследовать, Джин вспомнила, что сказала Нин. Она отравила Цзина заколкой для волос, когда он попытался воспользоваться ею в пещере, и если бы она тайно не дала ему противоядия, он бы умер через 7 дней. Она предупредила Мин, что противоядие вызовет сильную боль у Цзина во время выздоровления, и подумала, что время уже близко. Как она и предсказывала, у него заболел живот, и он попросил Нин охранять территорию, пока он пойдет в туалет. В этот момент появилась группа дикарей, и они в панике побежали. Чажан, не в силах терпеть боль, схватился за живот и упал на землю. Нин вдруг вспомнила, что сказала Джин, и побежала к нему, пока дикари целились в Чжана, который изо всех сил пытался оставаться в сознании. Она подоспела как раз вовремя и понесла его на плече в безопасное место. Парень с оранжевыми волосами нашел выключатель и потянул за него, чтобы дверь сверху медленно закрылась. Нин поспешила с Чаном, когда дверь закрылась, и ей едва удалось протиснуться внутрь, не разбив голову в лепешку. Они в ужасе ахнули, поняв, что теперь не смогут выбраться, и, услышав шум, другая команда вернулась, чтобы проверить. Чжан поблагодарил Нин за спасение его жизни и отругал другого парня за то, что тот чуть не запер их снаружи. Парень сказал, что испугался, и у него не было времени подумать, поэтому он в панике закрыл дверь, и Исигаки согласился, сказав, что это было правильное решение. Нин спросила, как они выберутся, и он сказал, что пока они не будут тратить силы на беспокойство об этом и сосредоточиться на дальнейших исследованиях, может быть, найдут другой выход. Джин вдруг заметила фиолетовый синяк на руке Нин и осмотрела его. Затем она взяла нож Йонго и разрезала ему руку, но потом в ужасе уронила нож, сказав, что у него не идет кровь, и он заражен серьезным нейротоксином. Она заплакала и сказала, что если яд попадет в сердце, то он быстро умрет, и у него осталось всего 10 часов. Цзян умолял ее что-нибудь сделать, потому что он был в таком состоянии только потому, что спас его от дикарей. Джин заплакала еще сильнее, сказав, что очень хочет его спасти, но здесь нет лекарств, и она бессильна. Цзян встал, хотя ему было очень больно, и заявил, что пойдет к дикарям и попросит у них лекарства. Затем он начал стучать в дверь, как будто это могло ее открыть. Нин сказала, что пока с ним все в порядке, и что им нужно быстро найти другой выход, чтобы выбраться, а Джин могла приготовить лекарство. Исигаки сказал всем, что у Нин, похоже, лучший инстинкт выживания, несмотря на то, что у нее нет других навыков или специализации, и они все пошли дальше. Они спустились по лестнице и услышали, как рядом течет вода. По пути они осматривали стены, и Трейси сказала, что они влажные, значит, где-то рядом есть подземный ручей. Вдруг они заметили свет в конце лестницы и подумали, что это выход. Но когда они дошли до него, то были потрясены, увидев, что это коридор, затопленный водой, и только несколько колонн плавают. Нин схватился за голову, сказав, что у него снова болит голова, и что он уже видел это место раньше. В этот момент они услышали чей-то крик о помощи и подумали, что внутри есть кто-то еще, кроме них. Цзян сказал, что шум доносится из воды, и пошел проверить. Они увидели 4 человек в воде, и один из них, похоже, был без сознания. Парень, который держал его, попросил о помощи и сказал, что не может больше его держать. Исигаки спросил, кто они и как попали в воду, и парень с желтыми волосами сказал, что они тоже попали сюда внезапно и собирались рассказать остальное, но уровень воды начал подниматься. Он умолял их помочь и предложил рассказать все, когда они выберутся. Видя, что они все еще сомневаются, он сказал, что профессор у него на руках может читать надписи дикарей и знает, где выход. Цзян сказал, что они должны спасти эту группу, и взял у Джин веревку, но она была слишком далеко, чтобы ее бросить. Один из парней предложил сделать это, так как он был намного сильнее остальных, и привязал камень к веревке, прежде чем бросить ее в воду. Желтоволосый парень поймал ее, и все вместе вытащили группу на поверхность. Через некоторое время им удалось вытащить группу и положить профессора на землю. Желтоволосый парень поблагодарил их за спасение его и его друга, но Исигаки проигнорировал его и попросил объяснить, что происходит. Желтоволосый парень сказал, что его зовут Андрей, он русский наемник, который теперь служит в израильской военной организации. Уродливый толстяк представился как Дин, ремесленник, и Нин обрадовался, как ребенок, сказав, что любит искусство. Девушка с каштановыми волосами представилась как Черри, домохозяйка из Новой Зеландии. Затем Андрей указал на мужчину, лежащего на полу, и сказал, что он эксперт по древней цивилизации и может читать надписи на стене. Трейси проверила его и сказала, что он дышит нормально, просто без сознания, и с ним все будет в порядке, когда он отдохнет. Цзян сказал, что у них нет на это времени, и попросил ее разбудить его.
Профессор встал, кашляя, и сказал, что выход где-то рядом, потому что, согласно надписям, когда они доберутся до самой высокой точки, дверь должна появиться сама собой. Они подумали, что она может быть в потолке, но Исигаки сказал, что здесь так много колонн, и если они найдут самую высокую, то, возможно, найдут и дверь. Джин спросила, как они туда доберутся, ведь это далеко от поверхности, и они не смогут доплыть. Андрей сказал, что им и не нужно, и объяснил, что в этой комнате есть 4 входа, которые открываются и закрываются в определенное время. Когда они открываются, уровень воды поднимается, и у каждой колонны есть платформа, то есть им нужно доплыть до одной платформы. А затем дождаться следующего изменения уровня воды, прежде чем плыть к другой. Профессор сказал, что хотя они это поняли, они все еще не знают, какую колонну выбрать во время смены воды. Они обсудили, не стоит ли просто плыть к самой высокой колонне, когда уровень воды поднимется, но Андрей сказал, что вода поднимается с огромной силой, и они не смогут доплыть. Профессор согласился и сказал, что они уже пытались это сделать, но у них ничего не вышло, и он чуть не утонул, если бы не Андрей. Пока они разговаривали, входы открылись, и вода затопила большинство колонн. Андрей сказал, что между каждым приливом есть 10-минутный перерыв, и сказал, что они должны выбрать колонну до следующего прилива. Нин сказал, что это очень просто, и что они должны просто идти по прямой, объяснив, что там много колонн, и что они должны начать с 2 колонн прямо перед ними. Профессор удивленно посмотрел на него, как будто он был сумасшедшим гением, и сказал остальным, что он абсолютно прав. Они решили, что через 5 минут вода поднимется до первой колонны, и они поплывут туда, а следующие колонны будут на 10 метров выше остальных. Поэтому им придется подождать 2 прилива, чтобы добраться до следующей колонны, и так далее. Это значит, что через час они должны добраться до самой высокой колонны. Они разделились на группы, и самые сильные сначала поднимались по колоннам, а слабые подтягивались по веревке одна за другой. Оранжевый парень возразил, что последний, кого будут поднимать, будет в большей опасности, и предложил тянуть жребий, чтобы решить, кто будет последним. Но Джин не согласилась, сказав, что если последним будет самый слабый, например, Нин, то он не справится. На это он просто сказал, что ему все равно, если Нин умрет, и Джан разозлился и ударил его, вытащив нож. Андрей и Трейси оттащили его и направили на него оружие. Исигаки предупредил его, чтобы он не причинял вреда никому из команды, и сказал, что у них нет другого выбора, кроме как тянуть жребий, чтобы определить порядок подъема. К сожалению, Черри выпала 8, то есть она будет последней, и Трейси пошла ее утешать, но Исигаки предложил ей пойти первой, а она последней. Она поблагодарила его, и группа приступила к выполнению плана. Когда вода поднялась до уровня поверхности, они поплыли, а Андрей первым поднялся на следующую колонну. Затем он бросил веревку вниз, и Исигаки помог Черри ее удержать. Андрей потянул ее наверх, а Цзян и другой парень поднялись сами. Затем они подтянули Трейси и продолжили с остальными. Теперь была очередь Джин, но она попросила Нина пойти первым и пошла следующей. Остались только 2, Толстяк и Исигаки. Когда они поднимали Толстяка, они услышали дрожь и поняли, что скоро начнется следующий прилив. После долгой борьбы они подняли его, и остался только Исигаки. Андрей хотел бросить веревку, но вода начала прибывать, и группа запаниковала, но Исигаки каким-то образом сумел ухватиться за веревку. Группа изо всех сил пыталась поднять его против течения воды в самый последний момент. Они немного отдохнули и обсудили место. Профессор сказал, что это сооружение построил Гюлен для проверки силы и мужества, остальные спросили, что это такое. Он объяснил, что это находится в Южной Америке, в загадочной и древней цивилизации. Он сказал, что сейчас об этом месте ничего не известно, и он знает об этом только потому, что его профессор изучал его. Гюлены были хищниками майя, и только в литературе майя есть упоминание о них. Исигаки спросил, значит ли это, что они в Южной Америке, и он ответил, что это вполне возможно, прежде чем упомянуть, что место, очень похожее на это, описано в древней литературе майя. Затем он рассказал о символах на стене, сказав, что это язык гюленов и состоит всего из 20 букв. Нин спросил, были ли эти дикари древними гюленами, на что профессор ответил, что нет. Он продолжил рассказывать о том, что узнал, что гюлены очень умны, а некоторые даже говорят, что они бессмертны. Все в шоке посмотрели друг на друга и задумались, как они здесь оказались. Исигаки спросил, как майя победили гюленов, но профессор мрачно ответил, что однажды и остров, и гюлены, жившие на нем, таинственным образом исчезли. Внезапно у Нина снова заболела голова, и он сказал, что уже слышал это где-то, но не может вспомнить. Джин успокоила его, сказав, что они скоро выберутся и найдут лекарство для него. В этот момент начался следующий прилив, и они поплыли к следующей колонне и, как и в прошлый раз, поднялись наверх по веревке. Они поздравили друг друга с командной работой и тем, что у них все получается. Внезапно Толстяк заметил ворота и указал на них остальным.
Профессор удивился, как это возможно, ведь они еще не достигли самой высокой точки. Он повторил надпись, в которой говорилось, что тому, кто достигнет самой высокой колонны, откроется вход в алтарь. Он сказал, что это должно быть настоящий выход, и Мин добавил, что если они доберутся туда, то им останется подняться всего 5 метров. Или придется ждать следующего прилива, чтобы доплыть туда. Андрей процитировал какую-то русскую поговорку и сказал, что лучше придерживаться первоначального плана. Иссигаки-2 согласился, сказав, что это возможно, даже если это настоящий выход, он может не открыться, пока они не достигнут самой высокой точки. Нин, однако, заметил, что к тому времени, когда они доберутся до самой высокой платформы, начнется следующий прилив, который затопит текущую платформу, включая дверь. Все согласились, что с этим приливом добраться до выхода будет практически невозможно. Трейси сказала, что коридор, по которому они пришли, был влажным, значит, вода когда-то туда попала и должна циркулировать. Иссигаки предположил, что когда вода поднимется до определенного уровня, должна сработать дренажная система. Трейси сказала, что сначала они доберутся до высокой платформы, а Андрей добавил, что если это настоящий выход, то они поплывут оттуда как можно скорее. Все согласились с планом и направились к высокой платформе, и Андрей добрался туда первым. Он объявил, что там есть ворота, и начал подтягивать остальных. Когда Джижан поднимался на платформу, как и раньше, он случайно споткнулся и упал, и другой парень тоже упал вместе с ним. Андрей крикнул им, чтобы они быстро поднимались обратно, и первым вытащил Черри на платформу. Увидев дверь, она остолбенела и подошла к ней, заметив отпечаток руки. Трейси, поднимаясь наверх, увидела, что она собирается дотронуться до двери, и крикнула, чтобы она этого не делала. Но было уже поздно, и она нажала на дверь, которая открылась, и она оказалась по другую сторону. Внезапно ворота на нижней платформе открылись, и все стали спрашивать, что происходит. Они все поднялись наверх и стали обсуждать случившееся, гадая, что случилось с Черри. Ведь дверь на нижней платформе была полностью затоплена. Они решили найти дверь и спасти ее, но профессор сказал, что это невозможно, потому что в надписях здесь говорится, что только когда один из воинов принесет себя в жертву, откроются ворота в алтарь. Потрясенные этим, они стали думать, что делать дальше, и Иссигаки сказал, что дверь внизу должно быть и есть настоящий выход, потому что она открылась, когда Черри прошла через эту дверь. Они спросили профессора, как они туда попадут, ведь она полностью затоплена, и он сказал, что после нажатия кнопки вода больше не поднимется. То есть до следующего прилива будет работать дренажная система и уровень воды понизится. Другой парень предложил, что поскольку он самый быстрый пловец, он доберется туда первым и закрепит веревку в безопасном месте, а они все смогут держаться за нее, чтобы доплыть туда. Все согласились, что у них нет другого выбора, и согласились с планом. Когда заработала дренажная система, образовался водоворот, и они крепко держались за веревку, чтобы не упасть. Фати изо всех сил пытался удержаться за веревку и почти сдался, медленно теряя сознание. Когда он отключился, он подумал о том, как сильно над ним издевались в детстве из-за заикания. Тогда пришел мастер и дал ему надежду, сказав, что у него тоже было заикание, но теперь его нет. Это произошло потому, что он упорно работал над собой и посоветовал ему сделать то же самое. Это воспоминание заставило его не сдаваться и не отпускать веревку, держась за нее изо всех сил. Наконец, они добрались до платформы и бросились к двери. Она привела их в тускло освещенный коридор, где они увидели что-то странное. Профессор осмотрел это и сказал, что это змеиная кожа, и, судя по ней, ей должно быть около 100 лет. Иссигаки огляделся и увидел человеческие скелеты, лежащие вокруг, и сказал, что это место очень опасно. Внезапно Нин начал нести чушь, и Джин сказал, что у него высокая температура, и им нужно поскорее найти лекарство. Андрей пошел помочь ей нести его, когда Трейси вдруг попросила всех посмотреть вперед, и они увидели алтарь, но ничего не указывало на то, что они были ближе к выходу. Цзян бросился искать выход, несмотря на протесты остальных. Остальные тоже последовали за ним и добрались до вершины алтаря, где нашли ворота. Профессор предупредил всех, чтобы они были осторожны, потому что там могут быть ловушки, и пошел изучать надписи на стене. Цзян спросил, что это значит, и профессор прочитал, что люди когда-то предали богов, и боги прокляли их, и с тех пор люди должны были приносить жертвы богу Питону. Прочитав это, он попросил кого-нибудь лечь на алтарь, и Трейси пошла туда. Когда она легла, ворота начали открываться, и Цзян собирался пройти через них, но профессор остановил его, сказав, что алтарь — это место, где люди выражают благодарность богам, и для ритуала нужна жертва. Чтобы продемонстрировать это, он попросил Трейси встать, и когда она встала, ворота тут же закрылись. Он сказал, что для того, чтобы остальные выжили, один из них должен пожертвовать собой и остаться здесь. Другой парень спросил, можно ли положить камень на алтарь, чтобы ворота открылись, и все согласились попробовать. Все пошли искать большой камень, и Фати позвал всех, сказав, что нашел несколько камней. Другой парень пошел поднимать большой камень, но когда он поднял его, тот рассыпался у него в руках, и он упал от удара. Профессор сказал группе, что камень здесь пролежал слишком долго и обветрился, поэтому они не смогут его сдвинуть.
Чжан подошел к столу и постучал по нему ножом, сказав, что он прочный, но он не может сдвинуть его сам. Иссигаки сказал, что теперь у них нет другого выбора, кроме как оставить кого-то здесь. Желтоголовый сказал, что очевидно, что нужно оставить Нина, потому что он болен, но Джин с ним не согласился. Но он продолжал настаивать, говоря, что Нин все равно бесполезен, потому что они не знают, найдут ли лекарство или нет, и не знают, что их ждет снаружи. Однако Иссигаки тоже согласился, и все были шокированы. Они решили провести голосование, и в итоге решили оставить Нина, но Цзян достал нож и сказал, что любой, кто решит навредить Нину, должен будет сначала пройти через него. Желтоголовый попросил Андрея положить Нина, но тот отказался, сказав, что как солдат он никогда не бросит своих товарищей. Тогда Цзян подошел к Желтоголовому и избил его, сказав, что он должен остаться здесь. Остальные не возражали, и в конце концов они оставили его, чтобы сбежать через дверь. Они бежали по тускло освещенному коридору, гадая, правильно ли они идут. Пока бежали, профессор подумал, что Цзян хорошо разбирается в психологии и что все слишком хорошо знают, что Желтоголовый никому не нравится, и использовал это в своих интересах. Он также, похоже, знал, что Трейси не станет вмешиваться, если только не захочет его убить. И тут они нашли выходную дверь и открыли ее, чтобы наконец выбраться наружу. Все обрадовались и поблагодарили друг друга, а Джин огляделся в поисках трав для лекарства. Она сказала, что обычно лекарство находится рядом с ядом, и значит, может быть где-то рядом с гнездом змеи. Они положили Нина на землю, пока она осматривала его, говоря, что он приходит в себя, и ему нужно еще немного отдохнуть. Чжан попросил Андрея помочь ему нести камни, чтобы они могли вернуться и спасти Желтоголового, а остальные разошлись по разным делам. Фати и другой парень пошли искать еду. Трейси будет охранять территорию, а Иссигаки и профессор будут делать оружие из веток деревьев. Тем временем Желтоголовый очнулся на алтаре и заметил, что все ушли. Как только он встал, выход закрылся, и он начал в панике стучать в дверь, как будто это могло его спасти. Вдруг он услышал шум сзади и увидел, как что-то огромное появилось сзади, и закричал о помощи. Снаружи Нин наконец очнулся, медленно открыл глаза и сказал, что у него болит голова, и Иссигаки велел ему еще немного отдохнуть. Пока Андрей и Чжан продолжали свое дело, они услышали, как Желтоголовый зовет на помощь, и подумали, что внутри произошло что-то ужасное. Тем временем Джин сказала, как она рада, что лекарство подействовало, когда Нин встал и сел. Вдруг они увидели, что к ним бежит Фати, а за ним гонится огромный смертоносный питон. Они все бросились в укрытие, а Трейси, размахивая руками как Тарзан, выстрелила в змею и спасла Фати. Она спросила, что случилось с другим, и Фати сказал, что он упал со скалы, когда бежал. Змея продолжала преследовать их, но, к счастью, Чжан подоспел вовремя и оттолкнул ее. Змея в ярости набросилась на него, но он увернулся и ударил ее ножом по голове. Змея стряхнула его, и он упал со скалы. Нин заплакал и хотел побежать к нему, но Иссигаки остановил его, сказав, что внизу озеро, так что он выживет. В этот момент змея отступила, и они подумали, что она сильно ранена. Чжан выжил после падения и вытащил другого парня из озера. Он сделал ему искусственное дыхание, и тот очнулся, кашляя водой. Когда он поблагодарил Цзина, то заметил что-то на своей руке и показал это. Он хотел оторвать гигантскую пиявку от своей руки, но другой парень сказал, что он не может этого сделать и ему нужен огонь. Тогда он достал зажигалку и сжег ее, сказав, что сильно испугался. Но на этот раз другая пиявка добралась до плеча другого парня, и он снял рубашку. Цзян был потрясен, увидев, что на его теле так много пиявок, и убил их одну за другой. Они решили найти остальных, пока на них не напали новые пиявки. Вдруг вокруг них начали летать фиолетовые пузыри, и другой парень сказал ему не трогать их, но Цзян сделал наоборот и начал тыкать в пузыри. Это вызвало сладкий аромат, и оба внезапно упали на землю. Тем временем остальные члены группы шли по лесу и тоже нашли фиолетовые пузыри. Джин предупредила остальных, чтобы они не трогали их, и сказала, что это воздушная масса, образовавшаяся из миазмов в долине. В этот момент Нин заметил Яна и другого парня на земле и бросился к ним. Фати заметил следы крови на спине другого парня, но Джин сказала, что это просто пиявки, пока не о чем беспокоиться. Через некоторое время они встали, и Нин тепло поприветствовал Цзина. Группа собралась вокруг и обсудила недавние события. Желтоголовый наверняка был на волосок от смерти, и теперь они не знали, что делать. Иссигаки предложил найти еду, потому что они ничего не ели весь день. Вдруг рядом с ними пролетела стрела, и их снова окружили дикари. Они заняли оборонительную позицию, когда дикари подошли к ним, и профессор перевел их слова. Похоже, что вождь дикарей просил их пока оставаться на месте, и профессор решил, что пришло время для переговоров. Вождь спросил профессора, как он может говорить на их языке, а группа удивилась, как вождь дикарей может говорить на их языке.
Вождь спросил, как они связаны с одноглазым человеком, который тоже говорит на гулинском языке, и профессор был потрясен, что есть еще кто-то, кто знает этот язык, кроме него. Вождь пригрозил ему, что если он не заговорит, то его съедят, и профессор сказал, что не знает, о ком говорит вождь. Профессор сказал, что выучил язык у своего профессора, который умер много лет назад, но когда он был жив, он был одноглазым человеком. Пока группа шла, они обсуждали наставника профессора, который получил двойную степень по археологии и медицине. Мин сказал Цзину, что его рука болит, и они обсудили, не ведут ли их дикари в свое убежище. Цзян сказал, что проверил карту и что деревня находится на том же пути, по которому они идут. Затем он прошептал Нину, что когда придет время, они сбегут вместе. Фати спросил профессора, как его наставник мог оказаться здесь, если он давно умер. Профессор сказал, что это невозможно, потому что он не покидал Францию долгое время до своей смерти, и он знал это, потому что был рядом с ним почти каждый день. Трейси сказала ему не волноваться и сосредоточиться на задаче. Когда они добрались до деревни дикарей, они увидели, что там много людей, которые занимаются своими делами. Фати сказал, что ему страшно, но Исигаки велел ему улыбнуться и вести себя нормально. Вождь дикарей сказал им, что если они вылечат его отца, то смогут уйти, иначе они съедят всю деревню. Джин и профессор пошли за вождем, но как только он увидел ее, он начал ругаться, что женщина не может вылечить его отца и что она убьет его. Профессор сказал ей, что в Гулине было сильное предубеждение против женщин, которым запрещалось делать что-либо, кроме как быть домохозяйками. Профессор попытался объяснить вождю, что только Джин может вылечить его старшего сына, но тот не поверил ему и стал угрожать. В этот момент подошел еще один дикарь с одной рукой и что-то сказал вождю. Профессор перевел, что он просит вождя позволить Джин попробовать. Наконец они вошли внутрь и увидели много дикарей, которые отдыхали. Рэй сказал профессору, что старик говорил на их языке лучше, чем вождь. Профессор велел ей замолчать, когда они подошли к вождю. После осмотра вождя Джин наконец поставила диагноз – малярия, и сказала группе, что у людей с малярией могут быть различные осложнения, например, амнезия. Исигаки спросил, какое лечение, и она ответила, что лечение простое. Нужно давать ему пить, давать хинин перорально, который можно получить из хинного дерева. Его кора – основное сырье для получения хинина. Исигаки сказал, что это дерево обычно растет в темных и влажных тропических лесах. Поскольку они находятся в Южной Америке, оно должно быть в тропическом лесу недалеко от них. Профессор сказал, что вождь согласился отправить 3 из них в лес на поиски трав, а остальные останутся здесь в качестве заложников. И если они не вернутся с лекарством до восхода солнца, остальных убьют. Они обсудили и пришли к выводу, что Джин обязательно должна быть в этой тройке, потому что только она может определить травы. Трейси пойдет с ней, чтобы защитить ее, а третьим будет Андре, который попросил у Цзина нож. Нин сказал ему отдать нож, потому что он им не понадобится, и он согласился отдать нож Андре. Позже Нин спросил Цзина, все ли будет в порядке с этими 3. Но тот просто сказал, что не знает, и помолился Богу. Профессор посмотрел на другие надписи и сказал, что эти дикари поклонялись Гуланаге как своему богу, и каждый раз, когда случалась крупная вспышка малярии, они были беспомощны и боялись смерти. Они называли это проклятием богов, и когда это случалось, они приносили зараженных к алтарю в качестве подношений Гулену, но 10 лет назад группа солдат убила и поймала этих людей. Все они исчезли в каком-то вулкане, пока однажды одноглазый парень, которого они считают учителем профессора, не вышел из горы живым. Он знал Гулина и вылечил их. Поэтому, когда дикарь увидел, что один из них говорит на их языке, он оставил их в живых, чтобы они могли вылечить вождя. Говорят, что одноглазый человек прожил здесь всю оставшуюся жизнь и стал частью их общины. Вот почему немногие дикари знали их язык, и однажды одноглазый человек исчез, когда на эту землю пришли таинственные корабли. Тем временем Джин и остальные ищут дерево под дождем. Андре спросил, как оно выглядит, и Джин сказала, что оно должно быть от 5 до 15 метров в высоту и выглядит необычно. Издалека видно, что оно зеленое с красным. Вдруг Джин закричала, что нашла его, и они пошли за ним. Тем временем профессор сказал, что, возможно, его наставник не умер, и Исигаки спросил, как это возможно, ведь он был на его похоронах. Профессор сказал, что археологические работы требуют больших денег и поддержки со стороны государства, а Галан не был так известен. Поэтому исследования были прерваны, пока однажды его наставник не возобновил проект. И когда он спросил его, кто финансирует проект, его наставник сказал, что это какая-то частная организация, с которой у него есть соглашение, и не стал раскрывать подробности. Частью соглашения было донорство крови после смерти. Поэтому тело не сожгли и не похоронили, а забрали представители организации. Но теперь он подозревает, что его наставник жив и мог инсценировать свою смерть, зная медицину.
Он вспомнил, что за 2 года до смерти наставника он навестил его и увидел, что его собака лежит на земле мертвая, и когда он сказал ему об этом, тот не особо расстроился. Вместо этого он сделал собаке укол и сказал, что современная медицина может контролировать жизнь и смерть, и собака вела себя как ни в чем не бывало. Он сказал ему, что экспериментирует с лекарством, которое может имитировать смерть, и когда его спросили, зачем, он просто ответил, что ради забавы. Услышав все это, Нин понял, что ответ на вопрос о смерти его наставника – ключ к их нынешней дилемме, почему их всех сюда привезли. Он спросил, что это за таинственная организация, которая спонсировала лекарство, имитирующее смерть, и кто эти цивилизованные люди, которые пришли сюда раньше них, и что они делали в вулкане. Сначала им нужно вылечить вождя, чтобы они могли уйти отсюда и отправиться в вулкан, потому что только там они смогут найти ответы на все эти вопросы. Тем временем Джин и остальные собирают кору дерева, чтобы приготовить лекарство, когда Трейси вдруг направляет пистолет на Андре и стреляет. Он оборачивается и видит, как какое-то странное существо убегает, и она говорит, что оно собиралось напасть на него. Джин кричит им, чтобы они посмотрели, куда она показывает, и они видят вокруг себя еще больше этих обезьяноподобных существ с красными глазами. В пещере появляются дикари и забирают остальных, хотя еще не рассвело, и Фати умоляет их, говоря, что Джин и остальные скоро вернутся с лекарством. Когда дикари приводят их к месту казни, Фати плачет от страха и писает в штаны. Профессор говорит остальным быть смелыми, потому что эти дикари поклоняются храбрости и убьют трусов. Как и было сказано, один из дикарей уводит Фати на казнь. Но, к счастью, Джин и остальные возвращаются. Позже они все сытно едят, и Фати просыпается с криком, что он умер. Джин готовит лекарство и дает его вождю, который постепенно начинает поправляться. Вождь благодарит ее и говорит, что она научит их лекарству, чтобы им больше не пришлось приносить в жертву людей. Старик благодарит ее, говоря, что Одноглазый никогда не учил их лекарству, но она гораздо добрее. Затем он показывает ей путь отсюда к горе. Она спрашивает его об обезьяноподобных существах в лесу, и он говорит ей, что их выпустили цивилизованные люди, которые пришли сюда раньше них. Затем он говорит ей, что если их укусят эти обезьяны, то они тоже станут такими же. Позже она рассказывает все это остальным, и профессор говорит, что это выходит за рамки любой науки, которую он видел или слышал. Нин предполагает, что эти обезьяны могут быть результатом экспериментов, проводимых частной организацией по созданию бессмертия. Профессор потрясен и чувствует себя преданным из-за навыков своего наставника, но Исигаки успокаивает его. Все решают отправиться на гору, чтобы поскорее найти ответ. На следующий день Сян идет на рыбалку с дикарями и ловит маленькую рыбку, а Джин учит старика лечить простуду и кашель. Цзян, увидев, что старик курит, просит у него трубку, но старик говорит, что она может быть слишком крепкой для него. Как и было сказано, он теряет сознание от одного вдоха и видит во сне красивых девушек. Старик смеется и говорит, что он проснется ночью. Позже они присоединяются к дикарям на празднике и веселятся, но как только выпивают вино, то понимают, что оно слишком крепкое и горячее. Джин напивается с одного глотка, и вождь смеется, приглашая всех повеселиться. Исигаки спрашивает его, может ли он найти проводника, чтобы завтра они могли исследовать вулкан, и старик предлагает свои услуги. Андре видит, как дикари соревнуются в стрельбе из лука и решает поучаствовать. Вождь предлагает ему арбалет Одноглазого, если он выиграет, а если нет, то требует взамен его шляпу. Начинается соревнование, и вождь стреляет первым, попадая точно в бревно. Андре стреляет следующим и прежде чем начать, снимает шляпу, обнажая длинные женские волосы и отдает ее вождю, говоря, что независимо от того, кто победит, он может ее забрать. Затем он стреляет из арбалета и с легкостью пробивает стрелу вождя, выигрывая арбалет. Затем он достает из кармана другую шляпу и надевает ее, чтобы прикрыть волосы. Ночью Джан наконец встает и выходит на улицу, где все веселятся. Внезапно он слышит шум и идет на него, чтобы увидеть, как обезьяны-зомби нападают на одного из дикарей. Он зовет на помощь, и Нин успевает предупредить, что обезьяны целятся в него. Вождь и Андре тоже приходят и стреляют в обезьян из своих луков. Когда Джин идет помочь раненому дикарю, старик останавливает его и говорит, что уже слишком поздно, потому что он скоро превратится в этих обезьян. Вождь несет тело раненого дикаря и собирается расчленить его, чтобы похоронить, чтобы даже если он превратится в обезьяну-зомби, он не смог выбраться. Но прежде чем вождь успевает это сделать, раненый дикарь просыпается и кусает его за руку, а затем убегает. Когда остальные прибегают и спрашивают о его руке, он говорит им, что упал и поранился. Другие дикари ищут раненого, а Джин перевязывает руку вождя. Она говорит ему, что рана больше похожа на ножевую, чем на царапину, и он отводит взгляд. Исигаки говорит, что им пора идти к вулкану, и говорит, что он собрал достаточно еды с Андре на неделю. Мин спрашивает старика, был ли кто-нибудь еще, кроме него, ранен обезьянами-зомби, и тот отвечает, что все остальные погибли, включая его сына.
Он тоже был заражен, но Одноглазый отрубил ему руку, прежде чем он успел превратиться. Вот почему он сейчас жив. На следующий день группа благодарит дикарей, собираясь отправиться к вулкану, и старик извиняется, что не может пойти с ними, как обещал. Они слышат шум и спрашивают, что происходит. Старик говорит им, что сегодня выбирают нового вождя, и приглашает их присоединиться. Но когда они колеблются, он становится жутким и не оставляет им выбора. На церемонии они видят, как бывший вождь закалывает себя, чтобы собрать чашу с его кровью, и вождь выпивает ее, чтобы стать новым вождем. Внезапно старик смеется, как сумасшедший, и говорит, что если съесть орган обезьяны-зомби, то инфекция распространится быстро, и они сразу же превратятся. Он рассказывает, что вождь сделал это с его сыном, а теперь отомстил, сделав то же самое с вождем. И действительно, вождь тут же превращается в обезьяну-зомби. Все в панике убегают, а старик смеется, как сумасшедший, со слезами на глазах. Фати и профессор убегают в лес, тяжело дыша от усталости. Они задаются вопросом, что случилось с остальными, ведь они все разбежались в панике. Профессор говорит, что если они пойдут к вулкану, то могут встретить их. Внезапно они слышат шум и пугаются до смерти, но это всего лишь Нин. Они обсуждают ситуацию и слышат шаги, поэтому прячутся за кустами. Они видят, как Джин бежит, и собираются встретиться с ней, но она случайно спотыкается о веревке, и дикари тут же бросаются за ней. Дикари соглашаются не убивать ее, потому что она помогла им, несмотря на приказ вождя. Они показывают ей направление к вулкану и просят идти быстрее. Трое не видят кейс своего укрытия, потому что нет гарантии, что дикари пощадят их, как Рин. Когда дикари уходят, они выходят и видят небольшую карту с маршрутом к вулкану и обсуждают ее. Позже они идут к берегу и решают переночевать там, потому что дикари туда не придут. Пока они сидят и обсуждают, Нин вдруг вспоминает что-то из прошлого. Его сбросили с корабля какие-то люди, и парень умолял его вернуться и спасти его. Когда он вернулся на лодку, людей уже не было, и он извинился перед собой за то, что не смог спасти того парня. Фати и профессор подходят к нему и спрашивают, что случилось. Он приходит в себя и говорит им, что к нему возвращаются обрывки воспоминаний. В этот момент он смотрит на берег и замечает, что он становится все меньше. Профессор говорит им, что начинается прилив, и им нужно немедленно уходить. Когда они встают, они видят крокодилов, и Нин говорит им, что лучше подождать, пока прилив спадет. Но Фати пугается и в панике убегает, и крокодилы бросаются за ним. Ему каким-то образом удается убежать, он бежит в лес и находит веревку. Внезапно он натыкается на Дзина, который курит, и просит его замолчать. Он спрашивает Фати, где остальные, и, услышав правду, злится, что Фати сбежал, бросив своих друзей. В этот момент появляется группа обезьян-зомби и окружает их. Човжан просит Фати вернуться на берег, а сам остается с обезьянами. Прежде чем отправить его, он угрожает Фати помочь остальным, особенно Нину, прежде чем встретиться с обезьянами. Фати возвращается на берег и находит профессора и Нина, которые держатся за дерево, чтобы спастись от прилива и крокодилов. Нин говорит ему привязать камень к веревке и забраться на следующее дерево. Когда он забирается, Нин просит его бросить веревку и ловит ее. Они привязывают концы веревки к обоим деревьям и переправляются по ней. Профессор идет первым, но понимает, что веревка тянет вниз, поэтому спешит и перепрыгивает на другую сторону. Нин забирается на веревку и идет по ней, но крокодилы следуют за ним и почти настигают его, когда он спускается. К счастью, откуда ни возьмись, появляется Сян и нападает на крокодила, но все замечают его глаза и понимают, что он тоже заражен. Профессор благодарит его, но просит не идти за ним, но Нин говорит ему, что в лаборатории может быть противоядие, с помощью которого они смогут вылечить Яна, потому что он не полностью превратился. На следующий день Джин первый видит вулкан и собирается бежать туда, но вдруг замечает, что кто-то идет сзади и кричит о помощи. Все слышат ее крики и бегут на шум, но это всего лишь Иссигаки, тот парень, который теперь едят как жадные свиньи. На место происшествия прибывают Андре и обезьяны. Они убегают от них, и, к счастью, им удается спастись, тяжело дыша. Трейси говорит, что у нее остались только патроны, так что им нужно быть осторожными. Джин говорит им, что им нужно вернуться и забрать еду, потому что вулкан будет заброшен. Иссигаки предлагает, чтобы команда разделила обязанности, чтобы обеспечить эффективность при сборе еды и припасов. Он дает каждому конкретные задания. Джин отвечает за сбор трав, необходимых для выживания. Андре отвечает за безопасность группы. Другому парню и Трейси поручено искать еду. Как только обязанности распределены, группа приступает к выполнению своих задач. Джин тихо молится за безопасность Нина. Он беспокоится о трудностях, с которыми может столкнуться, и тем временем натыкается на многочисленные болота, которые преграждают ему путь, и решает, что лучше подняться на ближайшую скалу, чтобы найти дорогу вперед.
Фати и профессор решают держаться подальше от Зина, так как боятся, что он может полностью превратиться и напасть на них. Профессор предлагает разделиться, чтобы избежать дальнейшего риска, но Нин отказывается и решает остаться с Дзеном. Он вспоминает их первый разговор с Джин, когда он спросил ее, помогает ли она нуждающимся незнакомцам, и обещания, которые они дали друг другу. Для него Дзян как брат, и оставить его одного немыслимо. В конце концов, профессор и Фати соглашаются держаться вместе, потому что путешествовать в одиночку в таких ужасных обстоятельствах слишком рискованно. Тем временем Андре спрашивает Джин, как ей удалось пересечь болото, и она объясняет, что когда она вошла в болото, появились дикари и бросали камни, чтобы указать ей безопасный путь. Он от души смеется над ее историей, находя ее забавной и немного невероятной. Затем Джин поворачивается к Андре и Трейси и спрашивает, как они пересекли болото. Андре, будучи опытным солдатом, объясняет, что для него это было несложно, потому что он сталкивался с подобными трудностями во время боевых заданий. Исигаки, будучи любителем спорта, рассказывает, как он ловко использовал деревянные доски и лианы, чтобы сделать импровизированный скайборд, который позволил ему легко пересечь болото. Когда группа собирает еду и травы, другой парень замечает, что Андре, похоже, испытывает чувство к Трейси, которая скептически относится к этому. Но другой парень настаивает, указывая на то, что Андре защищал ее во время нападения обезьян. Удивленная этим открытием, она вспоминает миссию, которую выполняла несколько лет назад, когда была частью операции Интерпола по борьбе с международным наркокартелем. Во время миссии она попала в засаду и была вынуждена убить русского наемника по имени Эрик Иванов. Затем Исигаки замечает, что фамилия Андре тоже Иванов, что вызывает подозрение у Трейси, и она начинает думать, не родственник ли Андре Эрику. Она решает быть начеку, потому что не может недооценивать навыки и способности Андре. Тем временем другая группа поднимается на скалу и направляется к вулкану. Нин все еще беспокоится о Джин после того, как услышал ее крик, и молится за ее безопасность. По пути они находят сумку с едой, которую оставили Андре и Трейси. Это заставляет его подозревать, что впереди их ждет опасность, и он упоминает, что слышал выстрелы в болоте. Затем он указывает на вулкан и призывает группу поторопиться, чтобы найти противоядие, так как он особенно беспокоится о Цзине и хочет, чтобы ему оказали помощь как можно скорее. Когда группа Джин достигает вулкана, они обнаруживают, что жара почти невыносима. Андре предупреждает их, что чем выше они поднимаются, тем жарче становится. Джин предлагает сделать перерыв, чтобы отдохнуть и попить воды. Однако во время отдыха они понимают, что Исигаки пропал, и начинают звать его. Андре решает поискать его в одиночку, но вскоре они слышат голос другого парня, который тоже исчезает. Трейси начинает подозревать Андре, и между ними разгорается спор. Однако их спор прерывается, когда они слышат крик Джин и спешат ей на помощь, обнаружив, что она застряла в зыбучих песках. Им удается вытащить ее, и недалеко от места происшествия они находят Исигаки без сознания. Другая группа тоже подходит к вулкану, и у Цзина начинает кружиться голова, он теряет ориентацию и с трудом держится на ногах. Нин подбадривает его и предлагает принять душ в горячей воде, чтобы прийти в себя. Профессор замечает, что в этом районе много геотермальных ресурсов, и это его удивляет. Однако во время душа профессор начинает неудержимо дрожать, несмотря на жару, и его состояние быстро ухудшается. Мин подозревает, что у него острая малярия, и вспоминает, что у Джин есть травы, необходимые для лечения, и решает как можно скорее найти ее группу. Тем временем Джин ухаживает за Исигаки, который потерял сознание, а у группы заканчиваются запасы еды, потому что он случайно уронил коробку с едой в воду. Андре и Трейси решают поискать еду, но другой настаивает на том, чтобы пойти с ними, говоря, что Исигаки советовал не оставлять Трейси наедине с Андре. Трейси уверяет его, что волноваться не о чем, и уходит с Андре. В другом месте Мин и Фати замечают яблоко, плавающее в воде, и это наводит их на мысль, что у группы Джин, возможно, не хватает еды. Позже Трейси и Андре обнаруживают в пещере искусственный тоннель и идут по нему, чтобы найти переход, ведущий к исследовательскому центру. Решив продолжить поиски, они разделяются, и Трейси находит электрический выключатель. Она включает его и заходит в здание. Внутри она обнаруживает подземную электростанцию, и внезапно дверь за ней закрывается, и на нее нападает мужчина в строительной машине. Ей удается спрятаться и избежать его атак, думая, что это Андре нападает на нее. Услышав шум, Фати и Нин идут на звук. Тем временем Андре слышит выстрелы и бежит на шум, а Трейси продолжает отбиваться от нападавшего, успев выстрелить в него. Они дерутся друг с другом, думая, что это они нападают друг на друга, и Нин появляется как раз вовремя, чтобы остановить их. Он прекращает драку, угрожая выбросить еду, если они сейчас же не остановятся.
Поняв, что еда важнее, они перестают спорить и нападать друг на друга. Тем временем Джин ждет, когда Иссигаки очнется, и когда другой парень очень голоден, она отдает ему свое последнее яблоко, говоря, что ему оно нужнее, чем ей. Он съедает половину яблока, а остальное оставляет для Иссигаки. Увидев это, она растрогана и говорит, что он очень хороший парень, а он отвечает, что его буддийский дедушка учил его быть добрым к другим. Вскоре Лин и остальные приходят с едой. Они кормят Иссигаки, который все еще без сознания. И Лин рассказывает Джин о Цзине, который постепенно превращается в зомби-обезьяну, и о профессоре, который, похоже, болен острой малярией. Все беспокоится о Цзине и вирусе. Лин предлагает сначала вылечить профессора, но Джин решает пойти с ним и Андре, чтобы помочь обоим пациентам. Они идут в пещеру, где остались пациенты, но обнаруживают, что их там нет, и Андре предлагает разделиться, чтобы поискать их. Через некоторое время они находят нож, оставленный Байчаном, и Лин подозревает, что пациентов увезли в исследовательский центр, и решает собраться и отправиться туда вместе. В пещере Трейси выглядит обеспокоенной, глядя на свой пистолет, и Лин сообщает группе о пропавших пациентах, а вскоре после этого просыпается Иссигаки. Джин объясняет, где они находятся, и проверяет его пульс. Он обещает отплатить ей за помощь, но она настаивает, что просто была хорошим командным игроком. Он замечает, что Лин ведет себя по-другому, и вспоминает свое прошлое успешного программиста. Несмотря на свои достижения, он считает, что технологии и богатство бесполезны в их нынешней ситуации. Группа добирается до геотермальной электростанции и поражается ее сложной конструкции. Они понимают, что для такого объекта нужна государственная поддержка, и Иссигаки говорит, что им нужно найти гавань для транспортировки. Но сейчас искать ее слишком опасно. Вместо этого они решают сначала осмотреть лабораторию. Внутри они находят мертвого исследователя и суперкомпьютеры, и ему удается взломать один из них и получить доступ к ограниченной информации. Он распределяет задания по группе, отправляя Трейси, Джин и Фати на поиски биохимической лаборатории. Когда они добираются туда, они находят зомби-обезьян в контейнерах и противоядие. Фати пугается и ждет снаружи. Тем временем Лин, Цзинанг и Андре исследуют другую часть и находят скафандры и военные удостоверения личности. Продолжая поиски, они беспокоятся о причастности правительства к этому опасному исследованию бессмертия. Другой парень начинает чувствовать себя плохо из-за психологического расстройства, вызванного стрессом, и вспоминает, как много лет назад потерял контроль над собой во время баскетбольного матча и боится, что это повторится. Следуя инструкциям Иссигаки, он направляется в другую зону, обозначенную как ресторан. Тем временем команда Джин возвращается с противоядием, а группа Мин находит комнату со скелетами, сидящими в ресторане, как будто внезапно умершими во время еды. Андре осматривает тело и обнаруживает, что оно не такое старое, как другие трупы, а Нин находит в кармане мертвеца карточку. Выясняется, что это был руководитель исследовательского центра по имени Ясу. Они используют карточку, чтобы открыть другие двери, и находят в его кармане блокнот, но страницы в нем отсутствуют. Внезапно они слышат, что кто-то снаружи, и Андре идет проверить, а Нин изучает книгу и находит что-то написанное на последней странице. Тем временем Джин разочарована экспериментами, проводимыми над людьми, а за колонной за ними наблюдает какая-то фигура. Трейси говорит Джин, что в этом мире важны только сильные, а слабых эксплуатируют. Фигура за колонной бросает в команду гранату. Трейси и остальные ложатся, чтобы избежать взрыва. Трейси прячет Джин и Фати под лестницей и предупреждает их о том, что кто-то хочет их убить. Она подозревает, что за нападением стоит Андре, но остальные не согласны. Она показывает им дверь и объясняет, как они могут сбежать, пока она их прикрывает. Фати, у которого есть карта доступа, решает бежать первым, несмотря на опасность. Он набирается смелости и бежит, но стрела попадает ему в шею. Он продолжает бежать к двери и открывает ее, чтобы остальные могли пройти. Когда девушки убегают, в него бросают еще одну гранату, и он погибает от взрыва. Джин плачет по нему, но Трейси уводит ее, чтобы они продолжали идти. Они прячутся в другой комнате, но таинственный человек продолжает преследовать их. Они прячутся в туалете, когда начинает просачиваться токсичный газ, и пытаются открыть дверь, но она заперта снаружи. Не выдержав газа, они теряют сознание, и появляется таинственная фигура, которая забирает их. Тем временем Фати и другой парень добираются до диспетчерской и спрашивают Иссигаки о ситуации. Он говорит, что за нападениями стоит Андре и увозит потерявших сознание женщин на тележке. Иссигаки считает, что Андре работает, не попавшись, и на мониторе они видят, что он все контролирует. Нин решает, что сначала нужно найти Андре, а потом нападать. Он отдает блокнот с какими-то цифрами Иссигаки, который считает, что это может быть пароль к суперкомпьютеру. Он вводит цифры, открывая ранее недоступные зоны. Внезапно из-под земли поднимается сканер, требующий сканирования руки для аутентификации второго уровня. Для доступа нужен отпечаток руки руководителя, и если они его не отсканируют, система самоуничтожится. Другой парень паникует, но Нин предлагает ему план.
Он приказывает ему бежать в столовую и принести тело руководителя, так как обычному человеку потребовалось бы 10 минут, чтобы преодолеть это расстояние. Но он, будучи спортсменом, может успеть вовремя. Другой парень сталкивается с многочисленными трудностями во время бега, но после поддержки Нин и Исигаки он продолжает бежать.